Чебурашка! Чебурашка, где ты был? Я тебя потерял. Я правда хочу быть пионером. Вы умеете маршировать? Нет, мы не умеем. Некрасивый скворечник. И Гена берет его молоток и бросает. Пуп-пуп. Ну что же ты делаешь? Нужно аккуратнее играть. Почему тебя никто не учит? Привет, друзья! Меня зовут Сергей, и сегодня я расскажу вам историю Чебурашка. Чебурашка — это советский мультфильм, и я буду показывать вам картинки и говорить медленно, четко, чтобы вы все поняли. Это очень известный мультфильм, и я уверен, он вам понравится. Не забудьте поставить лайк для этого видео. Ну что, вы готовы? Что это? Что это? Я думал, что Хэллоуин закончился. Что это за музыка? О, ты кто? Что ты здесь делаешь? Я Черная Пятница. Нет. Я понял. Что ты здесь делаешь? Я хочу скидку. Скидка, да, конечно. Друзья, 50% скидка на все. Да? Правильно. И да, есть промокод вот здесь. У меня на мой месяц, мой ежегодный подписка и на мои курсы. Вот эта скидка. Только не убивай меня, пожалуйста. Все. Ну что, поехали. Эта история, как вы знаете, называется «Чебурашка». И история начинается с того, что мы видим город. И в этом городе сейчас идет дождь. Да? Вы видите, здесь есть дождь. Вот он, да, пуп, капает дождь. И мы видим, как здесь едет грузовик. Это грузовик. Это не обычная машина, да, мы говорим грузовик. Вот. Да, грузовик едет, и он что-то везет, да, что-то везет. Но что везет этот грузовик? Сейчас узнаем. Так вот, этот грузовик везет подарок на день рождения, да? Подарок. Вы увидите, что такое подарок сейчас. И грузовик, он ехал, и он остановился. И из грузовика вышел мужчина. Этот мужчина, он работник службы доставки. Да, он работает в службе доставки. Он доставляет людям разные посылки. Вот. И он доставил этому крокодилу. Это крокодил Гена. Крокодил Гена, он играет на гармошке. Он играет на гармошке, и он поет песню. Да? Ла-ла-ла, он поет такую песню. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. Да, и это очень хорошая, очень красивая песня. Все русские люди очень любят эту песню. Она такая чуть-чуть грустная, но тоже счастливая. Вот. И этот крокодил Гена, он играет на гармошке. Да, у него есть инструмент, мы называем это гармошка. Вот, или гармонь, да, вы видите здесь, у него есть, вот, гармошка, да, это гармошка, он играет на гармошке, вот, и к нему подходит этот мужчина из службы доставки, он слушает его песню, он такой, о, как красиво и как грустно, но потом он подходит к нему и спрашивает, здравствуйте, вы крокодил Гена? Он такой, да, я крокодил Гена. Тогда он дает ему документ, в котором он должен расписаться в этом документе, что он получил эту посылку. Да? То есть этот мужчина, он доставщик, он доставил посылку, а крокодил Гена, он получил эту посылку. И Гена, он расписывается, и после этого этот
доставщик, он открывает двери его грузовика, и оттуда появляется никто другой, как Чебурашка. И Чебурашка не один, у него есть подарок, да? Я говорил вам про подарок. А дело в том, что сегодня у крокодила Гены день рождения. И Чебурашка говорит: вот, Гена, с днем рождения, я принес тебе подарок. И крокодил Гена: о, большое спасибо. Вот, он такой: пожалуйста, открой подарок. И Гена берет подарок, такой: вау, какой большой, какой красивый подарок. Вот, но потом они видят, как рядом с ними идут молодые пионеры. Да? Это пионеры, это как бойскауты в России, в Советском Союзе. И эти пионеры, они идут делать хорошие дела. Значит, этот мальчик-пионер, он несет с собой дерево, да? Потому что они будут садить деревья. Да? Мы говорим садить. Садить дерево. Вот. Да, они будут садить деревья, у них есть дерево, есть лопата, да, вы видите здесь лопата, вот, и они все вместе идут строем. Строем, значит, один за другим, да, и они маршируют вот так, маршируют. Очень красивые молодые пионеры. И он смотрит, этот пионер, мальчик, на Чебурашку и Гену. А Чебурашка думает: ой, я тоже хочу быть пионером. Вот. Но Гена говорит: ты еще маленький, ты не можешь быть пионером, ты должен уметь много разных вещей. Вот. И в это время он открывает его подарок. И когда он открыл подарок, он снял с него ленту. Да, у нас здесь есть эта лента. Вот эта лента, он снял ленту, он открыл коробку, да, то есть подарок находится внутри коробки. Он открыл коробку, и там он увидел, что это? Вертолет, да, это вертолет. Вот, он говорит: о, Чебурашка, спасибо, такой красивый вертолет. Он говорит: пожалуйста, Гена. Вот. И этот вертолет умеет летать. Он говорит: давай его запустим, да, запустим, чтобы он полетел, вертолет. И вот сейчас они пытаются запустить, да, мы говорим запустить, запустить, да, они пытаются запустить этот вертолет, и когда они его запустили, Чебурашка, он держал вертолет, и он полетел вместе с вертолетом. И он говорит: Гена! А Гена говорит: Чебурашка! Вот. И маленький Чебурашка полетел вместе с вертолетом. Куда полетел? Далеко-далеко. И потом он приземлился, да, приземлился рядом с пионерами. Вот, и он смотрит на этот вертолет и думает: пуф, какая страшная вещь этот вертолет. Потом пришел Гена и говорит: Чебурашка, где ты был? Я тебя потерял, да? Вот, и он говорит: да, я здесь, все в порядке. Смотри, что делают пионеры. А пионеры, они делают скворечники, да? Называется это скворечник. Скворечник – это дом для птиц, вот, и они делают скворечники. Они делают их из дерева, они строят скворечники, вот, они пилят, они строгают, да, они стучат молотком, вот, у нас есть молот или молоток, это, вот, да, они очень умелые пионеры. И Чебурашка говорит: о, какие вы хорошие! А можно мы тоже будем пионерами? Я правда хочу быть пионером. Вот, и мальчики на них смотрят и говорят: ха, вы хотите быть пионерами? А вы умеете маршировать? А они говорят: нет, мы не умеем. Ха, а вы умеете делать скворечники?
Они говорят, нет, мы не умеем. Ха! А вы умеете делать костер, да? А костер это как огонь, да, разводить. Они говорят, нет, мы не умеем. Он такой, ха, ну извините, мы не можем взять вас в наш отряд. Вот. И тогда они решили показать, да, показать всем и доказать. Да, они хотят доказать, что они могут делать. Доказать. Да, они хотят доказать пионерам, что они тоже умеют делать разные вещи. И сейчас они делают скворечник. Да, скворечник, вот, они делают, они тоже, видите, пилят. Да, они пилят здесь, они тоже используют молоток, вот, и вот такой у них получился некрасивый скворечник, вот, и Чебурашка смотрит на него, и Гена смотрит на него и понимает, что у них не получилось, да, не получилось, у них не получилось, да, не получилось сделать скворечник. Они не умеют делать скворечники. И Гена берет его молоток и бросает, и молоток разбивает этот плохой скворечник. И Гена очень злой, и Чебурашка грустный, что они делали, а Гена сломал его скворечник. Но после этого они решили не грустить, и Чебурашка и Гена, они начали делать то, что они умеют делать, да? Гена умеет играть на гармошке, а Чебурашка начал учиться маршировать. Видите, он марширует, да, его левая, правая, да, он так тык, вот. И Гена играет его мелодию та-та-та, 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 та-та-та. Вот. И Чебурашка танцует, не танцует, марширует. Вот, да. И он все марширует. А здесь мы видим, как дети, они играют. Дети играют с бабочкой. Здесь маленькая бабочка летает. Вот. И дети гоняются. Они гоняются за бабочкой. Бабочка летит сюда, дети за ней. Бабочка летит сюда, дети тоже за ней. И они хотят поймать эту бабочку. Вот. И потом мальчик, он залез на балкон и пытается тоже поймать бабочку. Но Гена понимает, что сейчас будет проблема. И он бежит быстро, и мальчик падает с балкона, но Гена вовремя пришел, и он смог поймать этого мальчика, маленького карапуза. Вот, да. И он говорит, ну что же ты делаешь? Нужно аккуратнее играть. Почему тебя никто не учит? Вы могли убиться. Да, убиться значит умереть. Дети такие, извините. Вот. И потом они дальше пошли играть на гармошке, маршировать, а дети снова делают что-то очень плохое. Они открывают люк, да? Это мы называем по-русски люк. Вот. Они открывают люк. Почему? Не знаю. Вот. Это канализация, да? Канализационный люк. Они открывают. Вот. И маленький мальчик, вот этот мальчик, он открыл люк, и он падал в люк. Он упал в канализацию. Гена снова видит и бежит быстро. Он ныряет в этот люк и быстро вытаскивает этого маленького мальчика. И он говорит ему, ну что же вы снова делаете? Вам что, заняться нечем? Да, заняться нечем. Вы не знаете, что делать. И они говорят, нечем. Да, и Гена смотрит вокруг и видит, что здесь нет места для детей, чтобы дети могли играть. Им не во что играть, им скучно, да. Вот. И тогда Гена думает, что же делать? Вот. И он решает сделать, как говорится, место для игр. И он видит маленькую будку.
А тут написано на будке «опасно, опасно». Вот. Но они не читают, не знаю, может быть, они не умеют читать. Вот. Они открывают эту будку, и, конечно, внутри будки мы видим, здесь находится рубильник. Это называется по-русски рубильник, то есть это вещь, которая контролирует электричество в этом районе. И Гена говорит, ну, это хорошее будет место для игр. Я думал, Гена умный, взрослый. И Гена пытается убрать этот рубильник. Он его пытается раз убрать. И дети такие, ура, мы будем играть здесь, ура! Вот. 2 пытается, а потом происходит взрыв. Да, и Гена отлетает из этой коробки, из этой будки. Вот, и Гена сидит и думает, а что же я делаю-то, а? Вот, и дети смотрят, что рубильник сломался. Я думаю, на районе нет электричества, все потеряли электричество. Вот. Но Чебурашка понимает, что это место не для игр, поэтому он закрывает эту будку, да, и мы видим, опасно, нельзя здесь играть. Вот. Тогда дети начинают водить хоровод, да, мы говорим по-русски водить хоровод, водить хоровод. Они водят хоровод вокруг Чебурашки, да, ну и так играют. А потом Гена, он находит какие-то разные инструменты, какую-то машину, я не знаю, что это. И дети смотрят такие с интересом, что же сейчас будет. И Гена говорит, сейчас я буду строить для детей детскую площадку. Вот, они такие, ура, детская площадка. Он бросил все эти... как мы говорим, все это дерево, все эти доски, это доски, да, и он также решил посверлить, да, этот, я думаю, я не знаю, как называется по-русски, это как дрель, я думаю, и он хочет делать, как сказать, сверлить асфальт, вот. Но он не умеет этим пользоваться, конечно, эта штука отрывается, и сильный воздух, да, здесь воздух под давлением начинает бить в разные стороны, и Гена подлетает в воздух, он потому что сильное давление от воздуха, вот, и Чебурашка подходит и выключает, и Гена падает на землю. Вот. И Чебурашка говорит, аккуратней, Гена, пожалуйста, будь осторожней. Вот. В это время эти пионеры, они уже построили их скворечники, и туда уже прилетели первые птицы. И они сделали там дом, и у них маленькие птенчики уже появились. Видите? И потом они слышат, что кто-то сверлит. Тогда пионеры собрались и пошли посмотреть, что же здесь происходит. А Гена, он просверлил дыру в земле и хочет сделать такую, как зонтик, да, для детей, чтобы они могли играть под ним. Ну, они делают детскую площадку. Вот. Пионеры сюда пришли и смотрят, что здесь происходит. И они говорят, а можно мы вам поможем? Мы тоже хотим это делать. Гена говорит, нет, это очень опасно, вы не умеете это делать, я думаю, что я сам буду делать. Они такие, хорошо, ну ладно. И они уходят. И Чебурашка говорит, все, это был наш последний шанс стать пионерами. Гена, ты все продул. Вот. И он такой, ну что делать? И начал играть на гармошке, и Чебурашка снова марширует. И потом пришел милиционер. Да, он такой, здравствуйте, полковник Сидоров. Вы крокодил Гена, который украли эту машину, угнали, да? Он такой, да, потому что он никого не спросил, он просто взял машину. Вот. И Гена подумал, все, его арестуют. И Чебурашка поднял руки вверх, и Гена поднял руки вверх, и он говорит, хорошо, и что вы сделали с этой машиной? Он такой, мы построили для детей детскую площадку. И
милиционер смотрит, что действительно они построили качели, построили карусель для детей. Он говорит: молодцы, хорошая работа. Вот. И он не стал их арестовывать, а просто забрал машину и ушел. Вот. Потом мы видим, как снова идут пионеры, и у них есть транспарант. И этот транспарант, тут написано: «Все ненужное на слом, соберем металлолом». То есть металлолом — это старый металл, который можно, так сказать, переработать и сделать новый металл. И они собирали отовсюду металлолом. Это была такая популярная вещь раньше в Советском Союзе. Вот, и они идут, да, и Гена и Чебурашка это видят, и они такие: мы тоже можем собирать металлолом. Гена говорит: я знаю, где есть много металлолома, пойдем. Вот, и потому что Гена, он крокодил, он умеет плавать, поэтому из озера они достают много старых вещей, много старого металла. Да, он вытаскивает эти вещи, вот. Но потом он берет и вытаскивает якорь, да, мы называем по-русски якорь. Якорь — это то, что используют корабли, да, чтобы корабль не уплыл, чтобы он был на месте, они используют якорь. И Гена взял этот якорь, и он его тащит, пытается сдать на металлолом. Да, этот корабль такой стоит здесь, он тянет с Чебурашкой, и пуп! И они оторвали якорь от корабля, боже мой. Вот, да, и они уходят. Потом из корабля выходит капитан. Кто? Что произошло? Где мой якорь? Но уже поздно. Вот, и вот здесь мальчики стоят, они собирают металлолом. Вот, и приходит крокодил Гена с Чебурашкой, и они так много привезли металлолома, сказали: вот, это вам, забирайте, пожалуйста. И мальчики такие: так много металлолома, ура, мы займем первое место, да, потому что это как соревнование, кто лучше, кто больше. Вот, и после этого мальчики... Гена говорит: пожалуйста, забирайте, мы пойдем. Вот. И после этого мальчики советуются. И они говорят: хорошо, мы решили, вы можете стать пионерами в нашем отряде. Ну, крокодил Гена и Чебурашка, они, конечно, обрадовались, но они говорят: ну, мы не умеем маршировать. А они говорят: без проблем, мы вас научим. Вот. И они встают с ними вместе в ряд, да, вот так, по росту. И начинают идти, маршировать. Конечно, Гена самый высокий, но потому что он новый пионер, поэтому он последний. Вот, и они идут, маршируют счастливые и уходят отсюда. И так заканчивается наша история. Ну вот и все, друзья. Надеюсь, вам понравился этот мультфильм. Он был очень интересный для вас. И, друзья, скажите, какой следующий мультфильм вы хотите, чтобы я вам рассказал? Напишите в комментариях под этим видео. А вы когда-нибудь раньше слышали о Чебурашке? Хочу сказать отдельное спасибо всем моим патронам на Патреоне, а особенно таким как Джоэл, Джефф, Джош, Лиз, Холли, Андрея, Майкл и Брюс Ли. Благодарю вас. Друзья, не забудьте про Черную пятницу. Я боюсь ее, она меня убьет. Поддержите канал. Спасибо. До скорого. Пока-пока.